потихонечку, уже под запись, да? Добрый вечер, здравствуйте, рад всех видеть. Приветствую на одной из последних лекций по младшим арканам, да? Напоминаю, что у нас почти весь курс уже прочитан. Курс, который является основой для обучения в моих группах, которые мы проводим на практике. Но, в принципе, теоретический курс, он доступен всем на YouTube. Да? Это уже какая? 14-я лекция, наверное. 13-я лекция, это по младшим арканам. Да? Начали мы с тузов. Продолжили до десяток. Соответственно, сейчас придворные карты. И вот сегодня королевы. Да? Королевы, давайте, наверное, включим лекцию. Вот. Сегодня посмотрим, что у нас там с королевой пентаклей, с королевой жезлов. Рассмотрим, кто такая королева мечей и королева кубков, само собой. Да? Либо в другом названии чаши. Мечи, чаще всего так и есть мечи. Жезлы или посохи, ну и пентакли или динарии еще часто называют. Но суть в том, что это денежка. Да? Пентакль вообще это, в принципе, то, что напечатано на самой денежке. Какой-то круглый медальон, который означает принадлежность. Более подробно мы об этом говорили в тузах. Да? Во всех. Кому интересно, кто еще не видел, поищите, пожалуйста, в плейлисте «Младшие арканы». Там есть все 10 лекций по младшим арканам. Сегодня даже у меня было чуть больше времени. Я заморочился даже вам найти кое-какие образы, да, которые очень похожи на королев разных стихий, разных мастей, скажем так. Да? Это тоже разберем. Ну, сначала хотелось бы сказать, в общем и целом, напомнить, так как я уже в пажах и в рыцарях это упоминал достаточно часто, вся вот эта система основанная на управлении ситуацией. То есть, в данном случае, что у нас есть королевы? Это люди, которые управляют уже теперь ситуацией, да? Причем управляют они уже с позиции, руководства, можно сказать. Если пажи и рыцари у нас товарищи более активные, собственно, они и делают всю работу. Пажи, скажем так, зависимы более всего, они просто выполняют указания, что им говорят, что им велит стихия, либо другой человек этой стихии, да, то они и выполняют. И рыцари имеют уже определенную степень свободы. Они уже могут выбирать, как именно им выполнять то, что от них требуется. Да? Вот, пожалуйста, четкий пример у вас. Паж Пентакли — это, допустим, водитель автобуса рейсового, который едет по заданному маршруту, ему никуда сворачивать нельзя. Остановки, время нужно идти четко по графику. То есть, он прекрасно понимает, что и как ему нужно делать. Более того, он хорошо это умеет, он делает это хорошо, правильно, вовремя приезжает. Но выполняет указания без любой личной инициативы. Абсолютно не важно, что у него там в голове, важно, чтобы у него все работало как часы. Вот это паж Пентаклей. Рыцарь Пентаклей уже имеет некую личную свободу. Можно представить его как человека, который сидит за рулем такси. Да? Причем, заметьте, не маршрутного такси, а обыкновенного, нормального такси. Ему задают точку, в которую нужно прибыть. Вот из точки А в точку Б. Рыцарь имеет право выбрать себе любой способ действия. То есть водитель такси может выбрать любой маршрут, который он считает наиболее выгодным, удобным, правильным для клиента, само собой. То есть он должен заботиться о своих сюзеренах, как правильный вассал. Да? Он служит сюзеренам, он служит королеве, служит королю. То есть, грубо говоря, клиентам. И какой маршрут выберет, это уже ему виднее. Он должен проявить свою инициативу и сказать: знаете, вот сегодня у нас пробочка вот там, по самому короткому маршруту. Поэтому мы поедем чуть-чуть в объезд, но приедем раньше, вам же будет лучше. Вот правильная королева и правильный король, они должны делегировать рыцарю вопрос того, как он будет выполнять данное ему задание. Если пажу просто нужно ехать по маршруту, да, и неважно, есть там пробка, нет, с него маленький спрос, но он слуга, да,
то рыцарь, он уже имеет какую-то свободу воли, свободу выбора, скажем так. Это мы все с вами обсуждали уже в предыдущих лекциях, да? Я думаю, что это вам уже стало понятно. Теперь у нас речь о королевах. Как же они управляют ситуацией, да? Где-то тут был какой-то интересный вопрос, я так помню, по поводу. Дайте поищу. В жизни бывает так, что женщины ведут себя как мужчины, и наоборот, мужчины ведут себя как женщины. Как это можно описать по придворным картам, в данном случае королевы? Вот. Теперь основной вопрос в чем? Основной вопрос в том, что я, допустим, в своей системе не особо обращаю внимание на пол человека, о котором идет речь. Это, конечно, важно, само собой, потому как физиологию никуда не убрать. Однако, что нам делать в наше время, когда женщины в самом деле ведут активный образ жизни, в самом деле не сидят на кухне и не рожают безостановочно детей, да, скажем так, у них гораздо больше свободы, и они имеют право, возможность, более того, обязанности, да, выполнять роль короля, то есть управлять ситуацией. Ходить на работу, как-то зарабатывать, да, проводить какой-то личный бизнес. Ну, в общем, мало того, чтобы проявлять инициативу в этой жизни, так и вести себя активно, как мужчины. Вот. Именно поэтому, потому что у нас так высок процент, скажем так, возможностей, предоставленных женщинам, поэтому у нас, можно сказать, граница между королевой и королем у нас сейчас смазывается несколько. И, скажем так, уже не первый десяток лет. Начиная где-то вот, с начала 20 века, да. Как вот пошла вся эта, скажем так, жесткие последствия индустриализации, да. Где большинство людей начали жить в городах, ходить на работу женщины наравне с мужчинами, да. Вот там уже и начала смазываться та граница, когда растут права женщин. Почему? Потому что растут обязанности. Женщина обязана зарабатывать наравне с мужчиной, поэтому она требует такого права, равный заработок. Все это у нас было когда? Все это у нас особенно остро началось в начале 20 века, да, вот если помните, «Аббатство Даунтон» как раз рассматривает этот сериал, очень красивый сериал, отличные костюмы, интересный сюжет такой. И вот там как раз тот период, та эпоха, где женщины подняли голову, заявили о своих правах. Ну, вы помните, суфражистки, да, Роза Люксембург, это вот все. Вот. И в самом деле с тех пор начало все выравниваться. Мужчины стали немножко, не то чтобы переседать в правах, да, они как имели права, так и имеют дальше. Но они начинают выполнять обязанности женщин, сидят с детьми, варят какую-то еду, борщ, да, уборка по квартире. В общем, занимаются домашним хозяйством, забирают детей из садика, это вот все, да. А женщина в это время тоже работает. Хотя, традиционно, в традиционных странах все еще это перекладывается на женщину. У нас, допустим, в Польше, хоть это и Восточная Европа, но вот на детских площадках 50 на 50. Мамы и папы. Нет такого, что только мамы на детских площадках. 50 на 50. И мужчины, и женщины. То есть обязанности равные. И, соответственно, права подтягиваются. Поэтому нам не очень понятно, в чем же разница между королевой и королем. Они вроде бы, одновременно управляют ситуацией. Но, если мы возьмем средневековую систему, мы с вами вспомним, что королева это она повелительница, но король все равно главнее. И она не может делать все, что она хочет. Она вынуждена все равно подчиняться королю, хотя тоже владеет всей этой ситуацией. Единственная ситуация, когда королева становится действительно королем, да, приобретает все права короля, когда вот как в Англии сейчас, да, правящая королева-мать. У них там свои законы, свои порядки, поэтому вот она считается главным. С другой стороны, да, не часто у нас такое бывает, чтобы так долго правила в Англии, в одной из таких столпов современного европейского общества, да, так долго правила королева. Это многое говорит о нашей эпохе на самом деле. Это как такой, знаете, как лакмусовая бумажка. Дает о себе знать, как и с астрологией, да, раз наверху такие вот тенденции, значит и внизу в обществе примерно то же самое. Женщины занимают
равное место с мужчинами. Поэтому нам сложно это понять. На самом деле все просто. Представляем банальную королеву, нормальную, обыкновенную, которая слушается своего короля, да? Ну как это, Марфа Васильевна я, да? То есть такая, вроде бы послушная. Но тем не менее, если она прикажет, все эти рыцари будут бегать и стараться выполнять тот приказ, который отдала королева. Вот тут нужно скорее прочувствовать, что у королевы нет всех возможностей. Хотя она должна вести себя активно как король иногда, но это ей не нужно. Для нее, в принципе, все это делается. Помните, я приводил пример с этим самым, с королевским пиром, где представлены все 4, скажем так, как это, сословия, касты, уровня, да, прислужники, слуги, которые приносят блюда этим самым рыцарям, да, подливают им вина, уносят грязные тарелки. Сами рыцари, которые пьют, веселятся, будучи приглашенными на королевский бал. И королева с королем. В принципе, весь этот бал, светский раут этот вот такой вот все, да, было задумано ради королевы, чтобы ей скучно не было. Потому что мужские развлечения, они связаны, как правило, с охотой, с войной, с чем-то таким, активным более, да. А вот такие более пассивные, спокойные, домашние, по луне, развлечения — это посидеть, покушать, пообщаться, поболтать, такой социум, социальное общение, скажем так. И вот тут как бы королева рулит, но управляет все равно король, то есть делается ради королевы, и вот она имеет право попросить. Королева как бы просит, король повелевает. Королева просит, все, конечно, должны делать. Да? Но вот, скажем так, это такое промежуточное звено. Знаете, на что еще похоже? Это очень похоже на ситуацию с главным бухгалтером. Если вы хоть раз работали в какой-то фирме, в которой есть бухгалтера, да, отдел бухгалтерии, и там есть главный бухгалтер. Кто у нас два самых главных человека на фирме? Директор и главный бухгалтер. Остальные все так. Исполнители, как бы, да? А вот принимают решения конкретно вот эти два товарища. Королева и король. И вот разница между королевой и королем — это то же самое, что директор и главный бухгалтер. Директор владеет всем, а королева распоряжается. Понимаете? Она как бы управляет всем тем, чем владеет король. Вот, возможно, с главным бухгалтером тут самая близкая аналогия, которую только можно привести в разнице между королем и королевой. Вот как-то так. Так, это в общем и целом по всем королевам. Все королевы немного проседают по сравнению с королями, но они имеют полное право распоряжаться той ситуацией, в которой они находятся. Они вольны отдавать приказания. Они полностью ситуацию изменить не могут. Но когда они находятся в этой ситуации, они распоряжаются так, как хотят. Вот. Чаек. Чаек мятный, очень полезный, кстати, всем советую. Вот. Как понять, если в раскладе на мужчину выпадает королева, это женщина какая-то или он как женщина? Все зависит от того, что вы чувствуете. Да? Если у вас... Ну и опять же, все зависит от вашего умения правильно составить вопрос. Задать вопрос к раскладу. Да? И, собственно, вот удобный момент сейчас, да, напомнить вам и сообщить тем, кто не знает, да, что у нас... Возьму маленькую паузу, буквально секунд 30, да, сообщу, что у нас с вами в эту субботу будет вебинар. Вебинар под названием, так, секундочку, вот, вебинар под названием «Как выбрать расклад Таро». И, собственно, от расклада Таро мы уже и пляшем, да, как мы там видим все эти карты. От расклада зависит, как вы чувствуете карту. От расклада вы начинаете понимать, это характер человека вам показан этой королевой, или это прямо пол человека. Вот. Если вам интересно, все это дело будет проходить в субботу, 27 ноября в 19:00 по московскому времени. Проходить все это дело будет в программке на платформе Zoom. Вот. В описании к видео будет ссылочка.
Скачайте себе Zoom, если хотите поучаствовать в вебинаре. Это может вам показаться сложным, но, извините, если вы не сможете разобраться в программке, которая сделана для того, чтобы люди в ней работали, да, то что уже говорить про карты Таро, которые, в принципе, продуманы как эзотерическая тайная система, да. Поэтому, если сможете разобраться в Zoom, то и в картах Таро сможете разобраться. Значит, мы посмотрим на этом вебинаре. Расскажу вам о своем визуально-интуитивном подходе к раскладу. Как, собственно, подобрать расклад, как это я делаю. Как из раскладов сложить целую консультацию. Ну и, соответственно, посмотрим какие-то примеры. Я вам приведу примеры, как я делаю расклады, да, на какие-то реальные жизненные ситуации. Ну и думаю, что постараюсь ответить на ваши вопросы. Где-то 3 часа все это дело будет длиться, с 2 небольшими перерывчиками на сделать чай. Вот, стоит это все 25 евро. Звоните, пишите мне в WhatsApp вот по этому номеру. Номер будет в описании к видео. Вот. В принципе, есть даже записанное видео на канале, где я рассказываю об этом в вебинаре, как он будет проходить. Вот. Смотреть будем вот такие вот расклады, те расклады, которые я использую для, во время своей в повседневной работе. Да. Покажу вам, как все это работает. Поделюсь, скажем так, своим практическим опытом, своими практическими наработками. Хорошо. Так, минутка саморекламы закончена. Это тоже надо, да, тоже надо. В конце концов, надо же как семью кормить, да. Не все же консультациями надо, в конце концов, и людей учить, потому как очень много просьб объяснить и рассказать, как именно расклады делаю. Поэтому вот решил вебинар такой запустить. По королевам. Ну вот смотрите, если у вас речь идет изначально о мужчине, да, то есть, что он думает обо мне? Не думает ли он о какой-то другой женщине? Нет ли между нами какой-то другой женщины? Если вы озвучиваете вопрос, связанный с женщиной, и выпадает королева, шансы на то, что там есть какая-то женщина, в самом деле растут. Почему? Потому что королева — это символика поведения, это характер, который присущ скорее женщинам. Традиционно, можно сказать, даже как-то подсознательно. То есть, правильное женское поведение. Конечно, там может быть и мужчина, но такой, который аккуратный, ведет себя скорее не чрезмерно активно, как мужчина это любят порой, а вот с оглядкой на ситуацию, аккуратненько, осторожненько, либо, в прямом смысле слова, знаете, как мужчина-тряпка совсем, если он не хочет брать на себя ответственность, хочет как бы пользоваться ситуацией, но при этом не хочет нести ответственности. Надо сказать, что короля они еще и ответственность несут. А вот королевы, как бы, они пытаются просто воспользоваться ситуацией. Это одна из их негативных черт. Одна из негативных черт королей в противовес — это чрезмерная ответственность. Да? То есть они прям берут себя в качестве руководителя и упиваются этим. Управляют ситуацией. У королев другая крайность негативная, это они слишком опускают руки. Ой, как будет, так будет, я буду сидеть, ждать своего принца на белом коне. И сидят так 10-20 лет. Сидят и ждут. Это, конечно, неправильная королева. Участникам вебинара запись будет? Да, будет. Есть в планах короткий курс только по трактовке. Для тех, кто изучил все видео и нуждается только в этом. Надо подумать. Дело в том, что, Юлия, вы же знаете, у меня трактовка связана с самой ситуацией. Поэтому от ситуации зависит. Если хотите прокачать трактовку, делайте больше раскладов практических, реальных каких-то. Она прокачается сама. Скарлетт из «Унесенных ветром» тоже вижу как Пентаклевую. Она делала все возможное, чтобы не голодать. Подождите. Не забегайте, вперед, батьки, в пекло. Да? Сейчас мы вам все расскажем. Смотрите, королева Пентаклей. Да? Мы уже выяснили с вами, что королева — это та, которая пользуется ситуацией, распоряжается ситуацией, но не владеет ей полностью. Что у нас дает в этом плане масть стихия Земли? Стихия Земли, масть Пентаклей. Это женщины практичные, я бы сказал, прагматичные. Тут не то, чтобы голодать, да? Тут скорее на разнице цен еще можно будет заработать.
Потому как женщины это в самом деле практичные, действительно считают каждую копейку, знают что и как, помнят все цены, память у них отличная, великолепная память. Это женщины, которые руководствуются в своих решениях, ну как женщины, либо мужчины, которые ведут себя таким вот женским вариантом, женским образом, да, стараются не отсвечивать, какая-то подковерная активность такая. Мужчины, которые понимают, что они не все могут в этой ситуации, часто ведут себя как королевы. То есть пользуются ситуацией, но не пытаются ее изменить радикально. Так вот такие королевы, давайте все-таки их будем королевами называть, можно сказать, что это черта характера. Такие королевы, они чувствуют реальный материальный мир 5 оттенками. Вкус, запах, цвет, обоняние, осязание, это вот все, да. То есть те самые 5 чувств, которые у них развиты великолепно. Более того, когда речь идет о какой-то оценке ситуации, руководствуются они в основном тем, что они на самом деле видят. То есть чем-то реальным, какими-то фактами. Это люди, ну скажем так, не столько науки, сколько люди, которые верят в какую-то материальную реальность. Реалисты такие. Да? Если это выгодно, значит это имеет смысл. Чего страдать, чего плакать, деньги заработаешь, значит все хорошо. Это люди, которые могут пойти на работу, которая, ну не то чтобы им очень нравится, но приносит неплохую прибыль. Ради этой прибыли они готовы согласиться с какими-то, не сказать страданиями, скорее с неудобствами, да. Я бы не сказал, что это творческие люди, скорее это создатели, это люди, которые создают что-то. Не факт, что они могут создать что-то новое. Почему? Потому что Пентакли это стихия Земли. Земля это скорее повторение уже пройденного опыта в какой-то новой земле. Да? То есть что у нас такое земледелие? Да? Это когда мы берем уже готовые зерна, которые заключают в себе память вот эту генетическую. Да? И оно растет, это зерно само. Мы просто повторяем тот же самый цикл. То, что мы хорошо выучили, запомнили, мы можем хорошо повторить. То есть это люди, которые хорошо ориентируются в какой-то привычной ситуации, могут чувствовать себя в ней великолепно. Скучно им в привычной ситуации не будет. Скорее им наоборот будет привычно в скучной ситуации, скажем так. Вот. По перевернутому варианту королева Пентакли это особа, которая, скажем так, чрезмерно обращает внимание на прагматику. Чрезмерно реалистично. Это люди, которые относятся к таким, знаете, кто может сказать, вот Гагарин в космос летал, Бога там не видел. Чего я не вижу, того и нет. Такие люди могут не верить в Бога, но чувствовать его, скажем так, дыхание в окружающем мире. Это люди, которые очень любят какие-то зеленые уголки, все связанное с природой, вот что-то естественное. Это женщины, если речь идет о женщинах, которые чувствуют свою природную красоту, чувствуют природную силу свою, да. С одной стороны, можно сказать, что это искусственность, но искусственность близка к такой к реалистичности. Да? Они любят оттенки не ярких, не искусственных цветов, скорее таких природных, ближе к натуральным. Вот. Чувствуют, как это сказать, вкус еды хорошо. Но, с другой стороны, обращают внимание на практичность. Если эта еда плохо сказывается на самочувствии, они отказываются от этой еды. Девы, которые являются вот таким как бы, ну, символом, что ли, да, королевы Пентаклей, легко сидят на диетах, легко отказываются от чего-то вкусного, сладкого, да, приятного такого, если это приносит им какую-то ощутимую реальную пользу, которую они видят, которую они осознают. Какие-то реальные циферки на весах. Если падают, то королева Пентаклей чувствует себя великолепно. В перевернутом значении это излишние прагматики. Сухие и, скажем так, считающие каждую копейку. Скопидомы, жадины, которые считают, что если это не нужно в жизни, то незачем деньги на это тратить. Да?
Люди, которые не очень понимают искусство по перевернутым картам, считают, ой, мой ребенок может нарисовать не хуже. Да, что тут такого? У них сложности с пониманием эмоций порой бывают, зато они отлично чувствуют физическое тело. В плане секса, в плане отношений, в первую очередь, это комфортные, удобные, приятные отношения. И женщина, которая ориентирована на приятный секс, скажем так. С одной стороны, прямая королева Пентаклей, она хорошая мать. С другой стороны, перевернутая королева Пентаклей, она излишне практичный человек. Зачем мне рожать ребенка, если мне и так хорошо живется? Скажем так, нет необходимости, да? Если у меня там целый дом слуг, которые мне в старости принесут стакан воды, зачем мне дети вообще, да? Ну, вот это уже скорее перевернутая королева Пентаклей. Про королеву Пентакли можно сказать, что она ключница при короле. Без нее практически ничего не решается. Она соблюдает баланс, распределяет, проверяет и подсчитывает. Ведь королева Пентакли это о материальном. Ну да, о материальном. Почему? Потому что у нас королева жезлов это о социальном. Королева мечей об интеллектуальном, либо о силовом. И королева кубков это об эмоциональном или о духовном. Поэтому, да, можно сказать, что королева Пентаклей это о материальном. Давайте посмотрим образы, да, какие у нас там могут быть образы. Раз, ну, у меня сегодня было немного времени, да, поэтому я вот что вспомнил, что нахватал из памяти, какие примерно образы, такие и набросал, да. Во-первых, пожалуйста, это Золушка. Да? Почему Золушка? Потому что трудолюбивая, раз. Скромная, два. Красиво своей природной, естественной красотой, три. Да? Причем земля это такая медленная стихия. Сначала туда что-то сажают, поливают, а потом оно как начинает расти. То есть сначала она там где-то в зале копалась, да, а потом как расцвела. Хопа, раз, и как бы из грязи в князи. Вот про королеву Пентакли можно сказать, что она такая, как бы немножко, может быть, деревенщина, да, но тем не менее какие-то повадки такие уже королевские имеет. Да? Как это? Можно вывести девушку из села, но нельзя вывести село из девушки. Вот это перевернутая сторона Пентаклей. Помните, знаете, да? Очень люблю эту актрису, она мне очень нравится в фильме, который не вспомню вот название. У меня временами в рабочем состоянии названия, фамилии вот вылетают из головы вообще, ну, неважно. Этот фильм называется «Красотка», да, это-то я помню, да, Ричард Гир и Джулия Робертс. Вот Джулия Робертс, вот та самая Золушка, тот самый принц, та самая Золушка, которая, да, сначала работала, извините, проституткой, которая, ну а что тут такого, да? Денег заработать можно и переспать. То есть секс это как предмет, ну, как услуга, скажем так, да? Королева Пентакли, она предлагает какую-то услугу, которую можно оформить материально. Да? То есть отношения и реализованные в Пентаклях. В прямом смысле слова. Реализованные через секс. Сначала за деньги, а потом уже, собственно, на самом деле по любви. Ну, сказка, конечно, тоже примерно такая же, как и Золушка. Да? Сюжет очень похож, реалистичность примерно в той же степени. У нее красное одеяние. Значит ли это, что она самая страстная? Нет, она самая жадная до секса, скажем так. Если уже говорить об этом, то ей нравится физиология, ей нравятся физические ощущения. Там не страсть. Там идет, скажем так, физиология. Там хочется из-за высокого уровня гормонов, допустим. Вот это королева Пентаклей. Эрин Брокович. Точку. Совершенно верно. Спасибо, Ирина. Да, спасибо. Ученицы выручают. Эрин Брокович. Эрин Брокович. Да, вот там тоже хороший фильм. Вот. Такая, скажем, она реалистка. Да, особых иллюзий не испытывала, не питала, да, но тем не менее, вот кому-то же должно вести. Допустим, пусть красотке тоже повезет. Еще один образ это
Дана Скали, да, из знаменитого сериала. Ну, вы знаете, я люблю сериалы, хорошие, качественные сериалы люблю. Дана Скали из вот этого, из дуэта Малдер, да, Фокс Малдер и Дана Скали. Почему? Почему она королева Пентаклей? Во-первых, ее, конечно, можно отнести к королеве мечей, потому как, ну, она же силовик, да? То есть она же действует силой, это же агент ФБР целый, ни больше, ни меньше. Но это другая ее сторона, да? То есть у нас, конечно, в каждом человеке присутствует 4 стихии. И надо сказать, что королевы, они редко ходят поодиночке. Если в человеке, если в раскладе фигурирует какая-то карта, и речь идет о каком-то человеке, ну, какая-то королева фигурирует, то можно сказать, что в данном случае человек действует зависимо от ситуации, но имеет определенную свободу, такую, какую ему хочется, и он может воспользоваться этой ситуацией. Он силен в этой ситуации, хоть и не управляет ей полностью. И вот, скажем так, Дана Скали, да, она делала, что хотела, с одной стороны. Но с другой стороны, она была зависима от своего начальника, который уже там в своем отделе делал, что хотел. Да? Вот он был королем, а Дана Скали была королевой. Ну, Малдер тоже был королевой, но он был другой королевой. Малдер показывал, Малдер являл собой королеву, скажем так, кубков и жезлов. А вот Дана Скали это королева пентаклей, ну и немного мечей, потому как она все-таки силовик тоже, да. Она там врач, опять же, если мы помним, человек науки. Она практичный, прагматичный человек. Пока я не увижу, говорит, этих инопланетян твоих, я в них верить не буду. Пока у нас нет доказательств, доказательной базы, чего-то материального, ничего я слушать не буду. Вот это королева Пентакли. Она верит во что-то материальное. Поэтому в данном случае она у нас королева Пентакли. Ну, она такая временами занудная тоже была. Не очень хотела в это все дело верить. Но достаточно практично. Если это полезно, я буду верить в то, что полезно. Чушь. Совсем что ли? Можно сказать, что это не, скажем так, неверие, недоверие до тех пор, пока ты не увидишь результат. Такой пессимизм определенный. Это перевернутая королева Пентакли. Они как бы... Вот заработаем, тогда и поговорим. Да? Что сейчас-то делить шкуру неубитого медведя? Это такой... С одной стороны это прагматика, с другой стороны это даже пессимизм какой-то. Аббатство Даунтон. Если помните, да, я люблю рекламировать этот сериал, потому как в самом деле сериал хорош. Шикарные съемки, шикарные костюмы. Сюжет женский, но в конце концов у меня на канале-то в основном женщины, да, поэтому я думаю, что вам зайдет, если вы еще не видели. Я, к сожалению, вы знаете, помните, да, что у меня память на имена как бы 0, 0, совсем никакая, поэтому как их зовут, не помню. Помню, что это старая баронесса, да, баронесса, по-моему, она там была, или графиня, как, неважно. Бабушка, короче, и вот ее внучка. Они обе по характеру очень похожи. Они, во-первых, очень традиционные такие. Такие выдержанные. Такие вот, как королева Англии, что-то есть такое, да, у них такое. У старшей дамы такой прононс английский такой. Traditional, такая очень такая дама. То есть такая королева Пентаклей, хранительница традиций, скажем так. Ну и внучка ее, вот эта в частности, она такая, не то чтобы хранительница традиций, она скорее человек-прагматик. Она держит свои эмоции под контролем, однако теряет разум, когда речь идет о каком-то сексуальном, молодом, интересном джентльмене, да, там она просто теряет контроль над собой, происходят какие-то там разные интересные события, я вам рассказывать не буду. Но это вот перевернутая королева Пентаклей, которая излишне недоверчива и которая ничего не может сделать, если в голову стукнули гормоны. Скажем так. Вот. Просто физическое берет верх над умственным, над интеллектуальным, над волей. Скажем так. Вот у нас, пожалуйста, прямая и перевернутая королевы Пентакли. Надо сказать, что бабушка это потом рассказала, как сняли продолжение, если вы любительницы аббатства Даунтон. Аббатство Даунтон.
Пишется это, давайте, раз там уже спрашивают, вот как-то так. Загуглите. Снимают полнометражный фильм еще один. Вот по продолжению. Вот я жду, потому как, ну, интересно, да, сколько там сезонов. Отлично. Такие очень характерные, очень персонажи. Их очень здорово смотреть, разбирать именно по картам Таро. Вот. Ну и в конце концов это просто красиво. Вот такие вам королевы Пентаклей. И как они обычно себя ведут в жизни? Прагматично, практично, привычно. Королева Пентаклей часто возвращается туда, где она уже была, к чему-то привычному, потому что надеется, что что-то осталось, что что-то сохранилось. У них хорошая память, эта хорошая память очень часто играет им не на руку, а наоборот против. Наоборот, как-то вот заставляет их возвращаться снова и снова на в привычные отношения. Это, конечно, минус, если нужно двигаться дальше. Земля, напомню, самая медленная стихия. Поэтому и выходят из каких-то тяжелых отношений они очень медленно. Но зато же, если выходят, то ведут себя скорее практично. Да? Ну, если нужно встретиться по каким-то делам, окей, давай встретимся. Волю эмоциям не дают. Единственное только, что, конечно, если гормональный уровень прыгает, то вот тут гарантию, что королеву не перевернет, нет, дать не могу. Аббатство Даунтон. Да-да-да. Да, Мэри ее зовут. Уже вышло продолжение. Во-первых, там есть какой-то фильм. Я даже смотрел. С женой мы смотрели этот фильм. Мы поклонники этого сериала. Он такой спокойный, женский очень. Вот. В семье смотреть само то. Вот фильм был полнометражный. И вот сейчас вроде как выходит. Скоро выйдет продолжение очередное. Вот. Отлично, отлично. Я рад, доволен. Хотя сериал уже закончен. Вот. С одной стороны, это плохо, потому как, ну как так, закончен сериал, все, уже нового ничего не будет. С другой стороны, можно скачать все сезоны и посмотреть залпом на рождественских, допустим. Да? Королева жезлов. Двигаемся дальше. Я думаю, что с пентаклями более или менее разобрал. Самое, ну не то чтобы самое сложное, но такая самая реалистичная стихия. Жезлы. Жезлы. Кто у нас жезлы? Помните, на прошлой лекции, да, мы с вами говорили о том, что рыцари это характер, который очень классно, очень здорово, объемно, живо и достоверно показал Александр Дюма, да, в «Трех мушкетерах». И там в самом деле характеры. И вот с кем у нас водил шашни Д'Артаньян? Рыцарь жезлов. Во-первых, конечно, там была Констанция Буонасье, да? Но кого она представляла собой? Представляла собой она королеву. Если мы вспомним персонаж, как ее, Алиса Френдлих, да, по-моему, так ее зовут. Вот. И, соответственно, вот характер персонажа идеально ложится в королеву жезлов. Почему? Сейчас поясню. Смотрите. Там, если вы заметили, еще кое-какие интересные персонажи, но до них мы сейчас доберемся. Королева жезлов это социум. Жезлы это социум. Огонь это социальное общество. Это обмен нашими желаниями. Это умение прочувствовать желания других людей и сработать на этих самых желаниях. Что нужно людям? Это политика, это любого рода заинтересованность людей в каких-то живых социальных процессах. И если вы помните, основным сюжетом, одним из основных сюжетов «Трех мушкетеров» была вот та, скажем так, любовная связь королевы Франции, да, с послом Великобритании, да, вот тот самый, как же там его звали-то, божечки, ну вы помните, да, подвески, которые нужно было перевести. Королева не могла
отдать приказ каким-то солдатам: ну-ка немедленно смотайтесь быстренько в Англию, верните мне подвески. Да? Как-то герцог Ноттингемский, да, или как что-то такое. И можно сказать, что ей просто повезло через знакомых, по связям. У нее была фрейлина, вот та самая Констанция Бонасье. У этой фрейлины был знакомый, какой-то солдатик, да, какой-то там мушкетер. Она Бекингем, да, герцог Бекингем, совершенно верно, спасибо. И вот она не могла отдать приказ, но она прекрасно понимала, чего хочет Д'Артаньян. Она понимала, что Д'Артаньян хочет ту самую Констанцию. И она сыграла на этом. Она сыграла на желании Д'Артаньяна выслужиться перед королевой и таким образом завоевать очков симпатии у Констанции Бонасье. Вот то, что сделала королева Анна, да, она сыграла на этих самых жезлах, на этих самых страстях человеческих. Жезлы, огонь — это страсти. Надо сказать, что королева Анна сама поддалась страсти, да, вот с этим самым герцогом Бекингемским. Вот. И вот надо сказать, что Александр Дюма, он, конечно, ну как, гений, не гений, но талантище — это несомненно. То есть так явно показать умение поддаться страсти, да, при связи с герцогом, и в то же самое время. Ну, само собой, что когда человек поддается страсти, когда он зависим от социальных явлений, от каких-то порывов страстных, да, это перевернутая королева жезлов. Она же ничего с тобой сделать не могла. Вот этот герцог, он был прям такой весь обаятельный, страстный мужчина, и как бы, как в том мультике, да, слон при звуках флейты теряет волю и самообладание. Все. Страсть взяла верх. Это перевернутая королева. А прямая королева — это когда, зная чужие желания, она сама играет на этих страстях. Она сама использует ситуацию себе во благо. Она заставляет вот этого самого рыцаря делать то, что ей нужно, не методом прямых указаний, прямых приказов. Это король. Король приказывает, что там человек должен желать. Да? Какую страсть он должен испытывать. Это правильный политик. Вот королева жезлов, она манипулятор как бы такой. Не зря тут рисуют кошку. Да? Королевы манипуляторы. Не все королевы манипуляторы. Вот королева жезлов, она манипулятор отменный. Вот она как раз играет на желаниях людей. Понимаете, дело в том, что такое манипуляция? Это когда вы заставляете человека желать что-то таким образом, что он думает, что это его вообще желание. Хотел он чего-то другого, да? Но вы как-то так с ним пообщались, что он захотел вдруг абсолютно противоположное, да? И абсолютно уверен в том, что нет, это мое желание, это мне так захотелось. Если вы помните, Д'Артаньян сам предложил, да? Как она там спросила: вот если бы нашелся кто-нибудь, да, такой смелый, такой: Д'Артаньян, я могу, конечно, я могу, я все сделаю, да, это я хочу вам помочь. Вы нуждаетесь в помощи, у меня есть огромное желание вам помогать. Вот королева умеет пробудить в человеке то желание, которое он до этого не испытывал. Король может просто отдать приказание: так, все, ты хочешь этого. И человек начинает хотеть. Просто потому, что король настолько убедительно говорит, что ему даже прикидываться не надо. А вот королева должна манипулировать, должна как бы аккуратно действовать полунамеками. Вот, например, как должна действовать королева жезлов. Допустим, вы хотите с мужем сходить в какой-нибудь ресторан. А он, допустим, не хочет. И вы начинаете уже заранее, за несколько часов, рассказывать ему о том, что ой, суши в это время дня лучше всего будет, да, вот. А помнишь, какой мы вкусный суши ели на прошлой неделе? А помнишь, какая прекрасная красная рыба вот была месяц назад, да? А помнишь то, а помнишь все? В общем, заводите разговор о морепродуктах. И вот ваш этот самый король потихонечку, постепенно начинает ронять слюну и думать: елки-палки, а не хотелось бы мне действительно в какой-нибудь ресторан. Хочется морепродуктов. И он предлагает: слушай, действительно, а давай-ка мы, может, в ресторанчик съездим, да?
Королева не говорила ни слова о том, что она хочет. Она просто вспоминала, как приятно было королю раньше. Король вспомнил, захотел, и он думает, что в самом деле это его желание. Вот это манипуляция. Когда женщина не говорит напрямую, чего она хочет, а мужчина сам начинает предлагать: я хочу это, поэтому давай и ты тоже это будешь хотеть. Женщина такая: ну хорошо, поехали. А сама такая: поехали. Вот примерно такое королева жезлов. Почему тут кошка? И вот тут вопрос. Получается, что королева жезлов может выступать в роли серого кардинала. Каждая королева может выступать в роли серого кардинала. Вот, просто действуют эти королевы по-разному. Королева Пентаклей говорит о чем-то практичном, прагматичном. Говорит о каких-то циферках. Она не может указывать начальнику фирмы, да, сколько он хочет заработать. Но она говорит, что, вы знаете, вот в этом случае мы заработаем столько денег, а в этом случае мы заработаем столько денег. И вот если она правильно посчитает и правильно предоставит сведения, король Пентаклей будет хотеть чего-то определенного. Конечно, он должен это понимать, поэтому каждая королева чуть-чуть манипулятор. И вот тут спрашивали по поводу вот зайчика, кролика, да, это символика плодородности земли и деторождения, да. Королевы Пентаклей, как правило, заботливые матери, домоседки такие. Единственное только, что их может сковырнуть в сторону работы, ощущение того, что они зарабатывают больше, чем могут принести пользу дома. Если же они чувствуют, что они дома больше пользы могут принести, чем на работе, то они со спокойной совестью становятся домохозяйками и могут строить себе такую домохозяйскую карьеру, скажем так. Это королева Пентаклей. Вот королева жезлов, у них чуть-чуть по-другому. Она действует по другому принципу немного, по кошачьему принципу. Если заяц, он просто размножается и думает о том, что нужно делать для размножения, скажем так, для увеличения количества тех же самых денег, материальной базы, да? Бухгалтер думает о прибыли. Правильная женщина-мать думает о деторождении. Королева жезлов, она такая кошка, которая гуляет сама по себе, у нее свои собственные желания, и она пытается добиваться этих желаний. Почему у нас тут львы в большом количестве представлены, даже больше, чем у короля? Хотя вроде бы казалось, да? Король это же самый активный товарищ, у него должна быть как бы самая главная огненная карта. Но на самом деле сильная сторона жезлов — это управление желаниями. А вот тут королева ведет себя очаровательным образом. Почему тут черная кошка? Потому что она ведьма. А ведьма она почему? Потому что ведьмы очаровывают, действуют своим очарованием. Что такое очарование? Это чары, волшебство, колдовство. Да? Для мужчин все, что делает женщина, это какое-то что-то волшебное и непонятное. Как она так вроде с утра была страшненькая, да, а потом что-то там намазала, там раз, расчесочка, так тык-тык-тык, смотришь, абсолютно другой человек. Как у тебя это получилось, да? И вот она глазами так делает, и молча так смотрит, и мужчина чувствует, что в нем начинает просыпаться желание. Истинная сила женщины – это возбудить, разбудить желание мужчины. Для этого нужно учитывать ситуацию и правильно пользоваться ситуацией. Правильная женщина, правильная королева жезлов, когда она выбирает место, допустим, в ресторане, где сесть, она автоматически отслеживает все источники света, не то чтобы головой, а подсознательно практически, чтобы сесть в наиболее выгодное положение. Это вообще все королевы так умеют, да? Но вот королева жезлов особенно хороша в этом. И подсознательно это еще умеет королева кубков. Но там более эмоциональная такая ситуация, тут у нас более социальная, да, чтобы выглядеть хорошо со всех сторон. Как у женщины это получается, для мужчин это загадка. Они считают это волшебством, колдовством. Поэтому женщина, которая действует по-женски, она у нас очаровательная. Она какими-то запретными средствами, которые мужчина понять не может, завоевывает его сердце, скажем так, приказывает ему, что там нужно делать. Ну вот как-то так. Кардинал Ришелье в «Мушкетерах» королева. Скажем так, да. Но такая очень... Ну вот кардинал Ришелье скорее очень похож на королеву жезлов тоже. Хотя по задумке он больше похож на королеву мечей.
потому как он действует умно, хитро, тонко и, скажем так, представляет факты, информацию, нежели какие-то там эмоции. Вот. Вот. Значит, что у нас по королеве жезлов? Интересные люди. Да? Во-первых, в чем сила королевы жезлов? В социуме. Слабость в социуме, в том же самом. Ее слабость в ее собственных желаниях, да, в ее собственных страстях. Ей очень хочется того, чего хотят другие люди. Это модные девушки, которые жить не могут без последнего айфона. Почему? Потому что, как же так? У всех есть айфон, а у меня нет. Что про меня общество подумает? Что я какая-то нищебродка? В общем, почему это нужно королевам жезлов? Потому что королевы жезлов прекрасно понимают, что для того, чтобы люди делали то, что им нужно показывать людям свой статус. Что к ним нужно прислушиваться. Тогда их будут слушать с большим вниманием, скажем так. Если у тебя последний iPhone, тебя будут больше уважать, к твоим желаниям будут прислушиваться. Понимаете? Вот как-то так это у них работает. Соответственно, тут есть определенная выгода. Определенная такое, меркантильность, что ли, да, в перевернутой королеве жезлов. Это женщины, которые действуют порой нечестно и в самом деле манипулируют людьми. Манипуляция, она, конечно, должна быть хорошей, тонкой временами. Допустим, вы манипулируете своим ребенком, когда он не хочет идти в школу, да, и вы ему вспоминаете, а помнишь, там твоя подружка обещала принести тебе новую куклу. Ты же хочешь новую куклу, да? Твоя же подружка обещала в класс принести новую куклу тебе подарить, да? Или еще что-нибудь такое. Вот. И ребенок начинает хотеть. Не в школу, а вот то, о чем вы ей говорите, да? Как бы вы пробуждаете в ребенке желание и избегаете скандала. Вот. Королева мечей привела бы факты, доводы, что ты должен делать, да, как правильный как правильный ученик. Королева жезлов заставляет захотеть поехать в школу зачем-то, за каким-то социальным общением, скажем так, если уж так совсем. Вот. Кто у нас действует по ситуации, скажем так, опять же. Вот та самая Скарлетт О'Хара, о которой шла речь у нас в комментариях, в чатике, да. Да, в самом деле, она не думает об этом сегодня, она подумает об этом завтра. Королевы жезлов, они конъюнктурщицы. Что сегодня модно, что сегодня нужно, то они и будут думать. Опять же, Скарлетт О'Хара очень хороша в роли королевы. Почему? Потому что она не может изменить ситуацию полностью. Не она придумала эту гражданскую войну, не она создала эту ситуацию, но она что имеет, то имеет. И она пытается подстроиться как-то к каждой ситуации определенным способом, выполняя там, где нужно, то, что приходится. Но там, где не надо делать, там она активно подключает других людей себе в помощь. Вот. Там, конечно, прослеживается такой, скажем так, рост характера, развитие характера персонажа. Но, тем не менее, изначально и по сути Скарлетт О'Хара это такая вот типичная королева жезлов. Вот. Очень люблю этот образ, она так достаточно живой образ. В нашей реальной жизни кто у нас присутствует? Есть вот такой персонаж, медийный персонаж, можно сказать, она построила свой образ. Но проблема королевы жезлов в том, что этот образ хорош в то время и в том месте, когда он проецируется на обстоятельства. Понимаете? То есть, когда нужно, она, конечно, кандидат в президенты Российской Федерации, да? Но она в этот момент очень бы хотела, наверное, забыть ситуацию, в которой она была светской львицей, да, ведущей этого самого скандального Дома-2. И вообще Дом-2 это что? Это чистейший огонь, это чистейшие жезлы, это социум, где люди делятся своими желаниями, да. Я тебя хочу, я тебя не хочу, это вот все такое вот модные девочки, мальчики, это вот все такая вот ерунда, которую смотришь просто потому, что там что-то происходит. У них никогда это не закончится, потому что эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Если люди будут что-то хотеть,
Всегда будет какой-то человек, который будет управлять всей этой ситуацией, как бы находясь над ней, но используя ее себе во благо, скажем так. Поэтому, смотрите, когда нужно, она играет одну роль, когда нужно, играет другую. В соответствии от того, какая тема сейчас популярна, модна. Вот все светские львицы, они говорят о том, что сейчас происходит. Вот все эти сплетни, как это в московских гостиных, да, вот это вот такое вот, это по жезлам. Это королева жезлов, которая использует ту ситуацию, которую может сейчас использовать. Вот. До короля ей, конечно, расти и расти, и я сомневаюсь, что она сможет стать полноценным политиком, потому что как королева жезлов она хороша. Но настоящий политик у нас король жезлов, который захватывает ума людей и ведет за собой, как Данка пылающий, с пылающим сердцем, да, как Люцифер с этим самым факелом, ведет за собой толпы демонов и прочее, ну, на войну с Богом. И это вот все. Тут уже выбирайте себе образ, который вам нравится. Вот я считаю, что до короля жезлов Собчак не дотягивает. Просто потому, что слишком она подстраивается под ситуацию. Если ситуация выгодная, то она как бы ведущая на свадьбах. Если выгодно в другую сторону, то она кандидат в президенты. Ну, это скорее перевернутая королева жезлов. Потому как, ну, я считаю, для правильного политика, ну, ты либо, как это, либо трусы одень, либо крестик сними. Одно из двух. Ну, то есть, либо то, либо то. Вот когда человека шарашит по разным углам, это перевернутая королева жезлов. Сегодня хочу это, завтра хочу это. Такие, скажем так, не то чтобы капризы, скорее конъюнктура, конъюнктурщина такая вот. Модные люди. Светские львицы. Надеюсь, это понятно. В джазе только девушки. Мэрилин Монро, королева жезлов. Мэрилин Монро, она не королева жезлов в принципе. Какую она там роль играла, это одно. Но вот как актриса вообще в принципе, как личность Мэрилин Монро, это у нее есть другой образ. Сейчас мы об этом поговорим. Но не сейчас, чуть попозже. Обязательно... Виноват. Так. Так, с горлом нормально? Хорошо. Обязательно ли, например, женщина Овен будет как королева жезлов? Не обязательно. Она может быть королевой пентаклей, например. Да. Смотрите, дело в том, что можно привязывать, конечно, знак зодиака к стихии. По этой логике у нас, пожалуйста, все кубки это водные знаки, это может быть рак, скорпион, рыбы. По воздушной тематике у нас могут быть близнецы, весы и водолей. По тематике огненной это овен, лев и стрелец. Ну и, соответственно, по земной тематике у нас идут тельцы, девы и козероги. Вот. Это если простенько так смотреть. Но человек у нас личность сложная и состоит из 4 стихий. И в раскладе мы хотим понять порой, как человек действует. Да? Не кем он является, а как он действует, как там, что там у него в голове. И вот королева определенной масти может показать на данном этапе, какая стихия превалирует в поведении, либо в мысли, либо в эмоциях рассматриваемого человека. Если выпадает королева мечей, то Овен может и посидеть, подумать, попытаться сделать что-то силой, как королева мечей. Да? Если разумно, если правильный подход, такой вот разумный, холодный, овны, если очень захотят, могут вести себя спокойно. Но такое, конечно, редко бывает. Если они благодушны и влюблены, то овны могут быть и королевой жезлов, кубков. Если же овны думают о личной выгоде, о каком-то комфорте, безопасности, о прибыли, конечно, они могут быть королевами пентаклей. Но наиболее естественное поведение овна – это страсть, это желание, это тот самый огонь, который горит по жезлам в характере овна, который является основой его солнечного знака овен. Вот как-то так. Чаще всего да, но очень часто в разных ситуациях знак зодиака может выступать любой королевой.
Скорее это показывает, какой режим включен в человеке в рассматриваемые ситуации, скажем так. Надеюсь, понятно объясняю. Шлю вам привет из Египта. Отсюда вдвойне интереснее смотреть. Почему вдвойне? Потому что у вас там жарко, тепло, да? Ну да, завидуем. И что теперь? Ничего. У нас тут тоже неплохо. Ключевая фраза Скарлетт из «Унесенных ветром». Я буду воровать, красть и обманывать, но никогда не буду голодовать. Мне кажется, такую фразу могла бы сказать только королева Пентаклей. Да, как угодно. В этой фразе нет прям такой суровой окрашенности одной из стихий. Это и прямое твердое утверждение по мечам, может быть. Это и по пентаклям, может быть, желание не то что голодать, желание комфорта, может быть, понимаете? Вот. А решимость действовать, следовать за своими желаниями, да, красть и обманывать может королева жезлов легко. Поэтому тут, скажем так, тут такой все-таки образ собирательный. Я бы не сказал, что Скарлетт О'Хара это только королева жезлов, либо только королева пентаклей. В какие-то моменты у нее включались разные режимы, но в большем она, конечно, ну скажем так, по поведению она королева жезлов. Вот. Она пыталась пользоваться ситуацией, играть на каких-то слабостях людей. Ей хотелось чего-то. У нее была вот эта огненная страсть выжить. Вот. Что такое «не буду голодать»? Это я обязательно выживу. Да? Это стремление жить любой ценой. А вот это стремление, желание, жизненная страсть, жизненная энергия, это жезлы могут быть. Понимаете, тут можно по-разному смотреть. Трактовать можно по-разному. Здесь можно по историческим местам, это про Египет, да, можно по историческим местам ходить и смотреть на прообразы старших арканов, да и не только их. Но это если вы придерживаетесь теории, что все пришло из Египта. Вот, это тогда вам в школу врата Изиды, да, вот, к Папюсу, туда, в Египтянию. Вот, я не поклонник Египта, я скорее, ну, скажем так, античность меня привлекает, но скорее такая европейская. А Египет это уже все-таки ближе к востоку, так больше. Хотя в Египте свой шарм, там великолепная религия смерти, она особнячком так вообще стоит от других религий, поэтому для меня в Египте свой шарм определенный. Добрый вечер, я в полном восторге от вас. Ой, спасибо, очень приятные эти ваши слова. Подписка, лайк еще поставьте, я вообще с ума от радости сойду. Это без сарказма, то есть мне в самом деле очень приятно, если лайки лайкают. Это, ну, любой ютубер выпадает в осадок от восторга от лайков. Хорошо, королева мечей. Двигаемся дальше, да? Сделали маленькую паузу, сейчас я еще чайку глотну и продолжим. Королева мечей. Вот это взвешенная от слова весы. Почему? Потому что некоторые считают, что она вот в этой руке, вот так вот, да, держит, как будто бы держит весы. Там вот будто бы должны быть весы. Если мы с вами вспомним старший аркан справедливость, да, ну в русском варианте, в русском переводе справедливость, хотя там более правильно, конечно, правосудие. Имеется в виду justice, да, в английском там все понятно, justice это justice. Вот, там, конечно, знак весы, и там сидит Фемида с весами и что-то взвешивает. Взвешенное ощущение, не нашим, не вашим, спокойно, холодно, рассудительно. Вот это королева мечей. У нее как бы и корона такая вроде как бы похожа, и поза очень похожа, и руку она вот как бы так держит, только сидит в профиль, а не в анфас. Поэтому многие говорят, что возможно это весы. Возможно, спорить не буду. Но можно посмотреть просто по характеру. Это человек, который привык действовать, исходя из информации, исходя из какого-то точного знания.
Вот. Можно сказать, что королева мечей это человек тонкого знания, человек науки, человек-силовик, опять же. Да, почему? Потому что силовики действуют только если уверены. Ну, хорошие, правильные силовики. Они действуют, если уверены, если у них есть правильная информация, если они знают закон, знают долг. Это обязательные люди. Я сейчас говорю исключительно про прямую королеву мечей, потому как перевернутая королева мечей это тот же самый силовик, но который действует против вас. Неправильно как бы, да, такой черный силовик. Это преступники, это бандиты, это организованное бандформирование, это грабеж, это не меч орудие защиты угнетенных и обездоленных, это нож. Как это? Работники ножа и топора, да? Романтики с большой дороги. Вот та самая королева бандитов, да? Предводительница бандитов. Вот это королева мечей перевернутая. Это расчетливые люди, которые холодны в своих суждениях. Почему? Потому что они все просчитали. Хакер, да, вполне может быть хакер. Вот. Вообще по всем мечам идет работа с информацией, современные технологии, то, что дает нам силу. Знание — это сила. Ну, это вы помните, да, наверное, по всем предыдущим лекциям. Каждый раз, когда мы касаемся масти мечей, стихии воздуха, у нас идет с вами информация. Информацион. Потому как знание — это сила. Ученые люди почему идут? И вообще, какая разница между силовиками и учеными? И врачами, допустим. Вот врачи — это вот очень хорошая профессия, которая нам показывает со всех сторон эти мечи. Потому что, во-первых, врачи заставляют нас что-то делать, практически силой, да? С другой стороны, мы понимаем, что заставляют они нас силой убеждения, силой слова, силой какой-то информации. В чем разница между жезлами и мечами? Королева жезлов, она чувствует ваши желания и пытается сыграть на ваших желаниях. Королева мечей обладает какой-то информацией и пытается вам предоставить ту информацию, которая заставит вас действовать. Грубо говоря, она вас убеждает в чем-то, предоставляет информацию. Она, скажем так, пытается вас направить в какую-то сторону, чтобы вы сделали за нее то, что она делать не хочет, не может, либо не имеет желания, скажем так, да, не имеет, ну просто не делает. Вот. Силовики у руля, врачи по мечам. Врачи, конечно, по мечам. Почему? Потому как меч — это символика знания. Разрезать, узнать, что внутри. Что делают врачи? Вскрывают, препарируют, разбираются вплоть до атомов, разбирают человека, разбирают мир. Как ученые, врачи — это же ученые, да? Вот они разбирают мир по атомам, чтобы понять, как он устроен, чтобы получить сведения, информацию. Зачем? Чтобы на основании этой информации потом чего-то добиться, потом что-то сделать. Врачи-хирурги — это уж точно мечи. Смотрите, я вам сейчас разберу, уже я, по-моему, это делал, да, в одной из лекций. Не грех повторить, если вы не видели предыдущих лекций, вам станет понятно. Вот вам по мечам районная больница, да, допустим, в которую вы там ходите и прекрасно знакомы с персоналом. Кто у нас король мечей? Король мечей, ну, конечно, главврач, да, кто управляет всем этим балаганом, да, конечно, главврач, самый мудрый, самый опытный, который отдает приказания, которые нужно выполнять. Почему? Ну, потому что он знает, что надо делать, все. Он начальник, у него голова большая, пусть он и думает. Остальные как бы просто делают. Но есть же еще такая сфера ответственности. Кто такие королевы мечей? Королевы мечей — это, зав. Отделениями. Да? У них тоже есть свое королевство, в котором нужно управлять. И вот если король управляет завами отделений, то завы отделениями уже управляют своей ординатурой, да, своими врачами, которые вот по рыцарю мечей идут и, собственно, воюют. Идут и лечат этих людей, да, воюют с коронавирусом, там, с чем угодно, да, с чем сейчас у нас война идет. Ну и, собственно, паж мечей — это, само собой, младшие научные сотрудники, исполнители, слуги, которые не имеют права голоса,
не умеют лечить, но умеют как бы выполнять приказания. Это, как это, младший медперсонал, медбратья, медсестры, вот это вот все. Я думаю, что вам теперь понятна эта иерархия. Если вдруг вы пропустили 2 предыдущие лекции, вот вам краткое содержание вообще всех этих самых придворных карт. Вот. Походу, масть мечей управляет целым миром через соцсети, интернет и т.д. Да, совершенно верно. Сейчас знание — это сила. Если раньше мечи управляли с помощью знати, да, ну, то есть знати — это были мечи. Мы с вами тут видим карты двора. Собственно, двор мы с вами видим. Король с королевой, рыцари и их слуги. Оруженосцы, да, пажи. И получается так, что вот это знать элита воинская. Графы, бароны, это же все воинские звания, понимаете? Это же все воины, все люди мечей, люди чести, люди слова, люди выполнения приказов, люди силовики. И вот ученые — это новые силовики, слушаются сейчас все ученых. Политики у нас идут по жезлам, да, они воюют за голоса избирателей. Они говорят то, что хотят слышать избиратели. Они говорят о том, что хотят избиратели. А вот мечи — это, во-первых, военные, которые уже как бы не управляют этим миром. Они слушаются политиков, да. А вот политики сейчас начинают потихонечку прислушиваться к врачам, к людям, которые обладают информацией, да, Amazon, Google, Facebook, вот это вот все это идет по мечам. Почему? Потому как у них информация. А информация в наше время — это сила. И вот королева мечей, она говорит, она логична. Она действует по мечам, по логике. Она приобретает информацию и, соответственно, этой информацией распоряжается. Не так, как ей хотелось бы, а так, как она может в этой ситуации. Если бы она хотела бы, да, она бы, конечно, все бы перевернула так, как ей нужно. Но она понимает, что всего хотеть невозможно, поэтому мы будем делать то, что у нас, то, на что у нас есть, ну, как сказать, то, что нам делегировали, то мы и будем делать. Да? Что умеем, что можем, то и делаем. Перевернутая королева мечей. Излишняя холодность, излишняя отстраненность от человека. Почему? Потому что королева мечей у нас машет этим мечом, она делит пополам. Воздух — это отделение себя от ситуации. Чтобы разобраться в ситуации, нужно как бы отойти на пару шагов и посмотреть на ситуацию снаружи, сверху. Да? Отделить себя от ситуации, добавить воздуха между собой и своими эмоциями, которые тебе мешают. Чтобы трезво мыслить, нужно как бы со стороны посмотреть на свое поведение. А что такое со стороны? Это определенное количество воздуха. Это отделить себя от ситуации. Да? Вот. Можно добавить еще одно значение для рыцаря мечей. Понторез. Нет, рыцарь мечей — это не понторез. Рыцарь мечей — это скорее человек активный, который думает, что он знает, что он делает. Это силовик скорее. Понторез у нас вот в жезлах. Понторез. Что такое понты? Это когда вы показываете другим людям, что люди хотят в вас видеть. Вот. Понторез может идти и по богатству, может идти по желанию, может идти и по силе. По силе, я бы сказал, это не то чтобы понторез, а человек, который стремится показать свою силу. Вот те люди, которые говорят: у тебя есть что? А если найду? Такой хоба-хоба, да? Пацанчик с района. Вот. Тот, который стремится запугать, показать силу. Вот это король. Это, вернее, этот самый рыцарь мечей. Вот как-то так. По мне, Путин, несомненно, король мечей. Он, несомненно, человек многогранный, да, там стихи присутствуют навалом. Он, когда нужно, король одной масти, когда нужно, король другой масти, а когда нужно, королева. Если речь идет там об общении с какими-то там своими ребятами. Поэтому тут люди такой высоты полета, они, как правило, с разных сторон заходят, в зависимости от ситуации, опять же. Поэтому однозначно их так охарактеризовать одной стихией я бы не стал.
Холодная, отстраненная, сверхразумная женщина, слишком сильная женщина, да? Продолжим про королеву. Королева мечей такая вот женщина, которая говорит, но не факт, что делает. Скорее, больше говорит, чем делает. Запугивает, шантажирует. Королева мечей. Это люди, которые хорошо обращаются с информацией. Либо женщина, которая предпочитает просто действовать, да? Что там говорить, трясти надо, да? Вот солдаты, солдафоны идут по перевернутым мечам. Вот есть такие, знаете, женщины-солдафоны. Да, такая бой-баба, да, вот бой-баба. А вот она королева мечей, перевернутая королева мечей. Знаете, вот этот анекдот есть про соседку. Сосед вечером там себе чай сделал, что-то там такое, ложечкой в чашечке бряцает, там телек идет, вдруг звонок в дверь, он подходит к двери, открывает, там стоит соседка такая, в годах уже, такая крепкая женщина, в розовом пеньюаре и с двустволкой. Говорит: Иван Иванович, вы меня тут, наверное, изнасиловать собирались? Иван Иванович такой: нет, вы что, в мыслях не было. Передергивает затвор, говорит: а придется. Да? То есть вот королева мечей перевернутая, это женщина, которая действует силовым методом, не спрашивая, берет и делает. Ну, конечно, так, насколько она может. По уму действовать, умная женщина, это великолепно. Это вот то, что добавляет шарма любой женщине. Ну вот, если раскрыть рот и сказать нужные правильные слова, мужчины упадут штабелями к ногам, потому что мужчины любят умных женщин. Но если перегнуть палку немного, если убрать вот эту вот мягкость, добавить слишком много жесткости, то штабелями к вашим ногам будут складываться мужчины, которые любят сами быть королевами, скажем так. С силой, с разумом женщине важно не перегибать палку. Вот, иначе, ну, скажем так, сильные женщины, они любят вести себя силовым образом, но для них очень важно, чтобы мужчина был сильнее, чем она сама. Поэтому тут важно не запугать мужчину совсем, да, чтобы он не стал совсем слабеньким. Королева мечей задает высокую планку. Да, вот совершенно верно. Пацанка. Нет, королева мечей не пацанка. Это вот скорее бой-баба. Пацанка идет по пажу и по рыцарю. Вот там пацанки, там такие девушки свои в доску, что называется. Да, могут и про футбол поговорить, и пиво вместе выпить, и там победокурить что-нибудь на улице, на пьяную лавочку. То есть что-нибудь сделать такое активное, да. По образу это, смотрите, девушки, жены, которые любят ходить в турпоходы, да, им лишь бы куда-нибудь идти, им лишь бы что-нибудь делать. За любой кипиш, кроме голодовки, да, это вот что-то такое. Активные люди. По мечам идет активность. Почему? Потому что активность у нас идет по жезлам и по мечам. Это две активные стихии. Огонь и воздух. Но воздух — это информационная стихия. Кто у нас идет по королеве мечей? Во-первых, если мы берем какие-то реальные персонажи, пожалуйста. Женщина-силовик Маргарет Тэтчер. Наша с вами современница, да, это как ее, Ангела Меркель. Тоже сюда можно добавить. Вот. Но она такая более спокойная, она такая ближе к королеве Пентаклей, такая рассудительная и многоопытная. А вот Маргарет Тэтчер, она как раз славилась таким вот жестким характером. Звали ее как Железная леди, да? Женщина-силовик. Она была умная, хитрая и волевая. Ну, воля это скорее идет к огню, но она же политик все-таки, да? Огонь это по политике. А вот тут она такой силовик-управленец. Все мечи управленцы. Но управленцы такие жесткие, силовые, которые отдают приказы, а не говорят о том, что там люди хотят. Еще из реальных персонажей, кто скажет, кто это? Напишите мне в чатик, да, я вас буду так на комменты байтить. Если знаете, кто это, ну, напишите. Только чур не гуглить. Не гуглить, а то, ну, так будет нечестно. Из выдуманных персонажей, из современных образов, пожалуйста, как Галина Гадот, да, Галь Гадот.
В образе амазонки, вот эта женщина с мечом в прямом смысле слова, как это чудо-женщина, да, Вандервумен, или как ее там, вот, некоторые говорят чудо-баба. Но в самом деле бой-баба такая, да, вроде бы привлекательная, хрупкая, изящная, но как стукнет, да, так и все. Вот она, вот такой похожий образ, как бы что-то в этом есть. Но она не столько умом действовала, сколько силой. Поэтому это скорее ближе к рыцарю. И такой вот женский образ рыцаря мечей. Но тем не менее, в какие-то моменты она включала разумную покровительницу, ну вот защитницу угнетенных и вот этого всего прочего, что в королеве присутствует. Поэтому можем отнести ее к королеве мечей. Жанна Дарк королева мечей? Нет, 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 нет. Жанна Дарк отчетливо там как королева жезлов. Плюс королева кубков. Там такой сложный образ. Почему королева жезлов? Потому что жезлы это когда человек ведет за собой людей, говоря об их желаниях, играя на их страстях. Это, несомненно, политически духовная роль. Да? Это предводитель огненный такой, который страстно и пылко призывал воинов вступать в битву против этих вот плохих англичан. Да? Вот. Плюс там тема религиозная еще идет, поэтому еще королева кубков. Поэтому можно сказать, что Жанна Дарк, она королева кубков плюс королева жезлов. Что такое вот. Перещелкивается временами. Вот. Кюри. Да, совершенно верно. Мария Складовская-Кюри. Поэтому, что такое? Это у нас умная женщина. Женщина, которая плюет на красоту, плюет на все эти социальные нормы, да, уходит от того, что ей не нужно, отрезает все лишнее, занимается тем, что ей на самом деле интересно, добывает информацию путем активных действий. Ученый это человек, который проводит опыты, который что-то делает, а не просто сидит там это самое. Да? Конечно, ну, скажем так, это скорее смесь королевы Пентаклей и королевы мечей. Потому как она активно добывает некий опыт, проводит опыты, да. Но все-таки в первую очередь это королева мечей. Это человек, который свою жизнь посвятил знаниям. Причем сделал это достаточно таким жестким, холодным, расчетливым образом. Просто делал и все. Не обращал внимания на эти всякие ваши бабские эмоции. Вот. Скажем так. Ну, я бы привел это скорее как не то чтобы положительный пример, но и не то чтобы как отрицательный пример. Что-то такое среднее, да. С одной стороны, она сильна по мечам, с другой стороны, как женщина, ну такое себе, да. Как бы не женское это занятие, но если ей нравится, ну, значит женское. Да? То есть такое вот. Королева мечей, она не думает о внешней красоте, она думает о сути, о содержании. Вот. Поэтому, если вы хорошо выглядите, да, подумайте еще и о сути, это вам добавит как бы очков перед, ну, в любом обществе. Вот вам явный негатив, пожалуйста. Ну, не нравится она мне, не нравится со страшной силой. Такая абсолютно безапелляционно уверенная в себе женщина. Тут смесь скорее королевы мечей с королевой жезлов, да, потому как она такая скорее социальная личность. Но, тем не менее, манера поведения абсолютно по мечам. Абсолютно королева мечей. Почему я говорю, что она перевернутая королева мечей? Во-первых, потому что она мне неприятна. Для меня это королева мечей. У нее неприятная манера подачи информации. Мне очень неприятная. Вот. С другой стороны, я видел несколько интервью, в которых говорилось о том, что она у себя в студии ведет себя как жуткий тиран-деспот и вообще какая-то там не совсем нормальная женщина. Чуть что увольняет, там кричит, скандалит. В общем, такая личность так себе тоже. Неправильная королева мечей, которая отдает слишком жесткие приказы, не думает о том, что как бы подчиненным нужно эти приказы выполнять. Да? Вообще, правильные королевы думают о подчиненных. Неправильные, им плевать, что там подчиненные думают. Неважно. А еще королева мечей можно назвать бульбоголовую королеву из Алисы в стране чудес.
Да. Там отчетливая такая королева этих самых мечей. Скорее, да. Малышева, вот фамилия ее, да, Малышева. Малышева это жесть. Да. Согласна, она злая. Зена, королева воинов. Тоже может быть. Так. Неприятная дама. Блаватская, королева мечей. Блаватская, там, понимаете, по мечам она, конечно, поиск информации. Это да. Но эзотерика все-таки идет на доверии. Эзотерика идет на эмоциях. Вот, что-то скрытое, таинственное, это королева кубков скорее. Поэтому Блаватская скорее по манере поведения это вот смешение кубков и мечей. Работа с информацией, но работа с таинственным. Дело в том, что эзотерику мы не можем брать как пример. Почему? Потому что эзотерика это очень узкая часть, очень скрытая от людей. Часть нашего общества, нашей жизни, да, поэтому брать ее как пример будет не очень корректно. Как пример, нужно брать что-то такое общепринятое, понятное всем, знакомое всем. Пожалуйста, вам еще один образ перевернутой королевы мечей, да, Миледи. Графиня де ла Фер. Вот та самая жена графа де ла Фер, жена Атоса. Преступница. Вот эта женщина с лилией, да, вот это все, убийца наемная и прочее. Интригантка такая, вот. Это королева мечей, я думаю, тут объяснять не надо. Это такой самый яркий, явный образ. Жена Горбачева тоже королева мечей. Ох, вот сложно сказать. Там такой образ такой скорее, там по пентаклям больше она. Не знаю почему, мне она больше по пентаклям ощущается. Жена Горбачева. Юлия Тимошенко. Тимошенко, нет. Тимошенко там эмоции смешанные со страстями. Там жезлы смешанные с кубками скорее. Вот. И Тимошенко, она ближе к жезлам. Она политик, конечно, но как политик она такой себе одиозный, поэтому там слабые очень жезлы такие, там больше кубков, больше обмана. Кубки это, конечно, обман, это работа на доверии. Маргарита из «Мастера и Маргариты», она кто? Там очень комплексный образ, очень собранный из разных, она в разные моменты повествование разное. Вот, там очень много всего. Там нельзя сказать, что «Мастер и Маргарита», она такая. Ксения Собчак. Вот Ксения Собчак у нас уже была. Ксения Собчак у нас как светская львица, да, она у нас была вот в этих самых, в «Королеве жезлов». Конъюнктурщица. Сейчас выгодно идти в президенты России, я пойду избираться в президенты. А вот сейчас выгодно свадьбу что-нибудь вести, да, тамадой работать. Да, легко. Ценник, конечно, завышенный, но тем не менее, да. Вот. Анжелика из французского фильма скорее «Королева Пентакли». Она была красива, в нее многие влюблялись и в итоге стала маркизой ангелов. Ну, я вот по Анжелике не очень, я не читал, как-то так, не знаю. Совсем уже это женская тема такая. Извините, я все-таки, как это, я же мужчина, да? Вот. Маргарита это преобладание кубков. Ну, да. В основном кубки, но там очень много всего разного. Она и сильно себя вела, и честно, и были какие-то социальные мотивы там у нее. В общем, хватало всего всякого разного. Но в какие-то мягкие моменты она, конечно, королева кубков. Давайте смотреть по следующей королеве, да, кто у нас там. У нас осталась королева кубков, собственно, мы уже к ней и подошли плавненько, да, говорили и подошли. А сам Горбачев королева кубков? Нет, я бы сказал, что Горбачев как раз король кубков. Потому как он ситуацию как бы рулил, он рулил ситуацией в ту сторону, в которую, ну, скажем так, кубки и вообще вода, это слияние. Это когда все в одно сходится. Это когда рушатся границы,
нарушаются ограничения, идет какое-то освобождение, перерождение. Вот это все вода, это кубки, это эмоции. Поэтому перестройка, развал Советского Союза как смерть какой-то страны, да, снос вот этой Берлинской стены, да, объединение с миром Запада в каких-то интересах, это все по кубкам идет. Объединение, да, это сейчас у нас опять эпоха разъединения, опять границы рисуются, какие-то стенки на границах, опять мечи у нас идут, да. А вот в то время эпоха Горбачева это чистые кубки. Чистые кубки. Вот. Так, что у нас тут? Да, точно, Горбачев это король кубков, плутовщик, врун перевернутый. Ну, тут все зависит от того, как оценивать, да, все зависит от ваших политических взглядов. Вообще в приличном обществе о политике особо не говорят, да, ну вот, о политике и о религии. О религии нам приходится, о политике тоже, потому как мы с вами, ну, имеем все это дело. Куда ж деваться? Вот. То есть в раскладах, если выпадают королевы, то надо смотреть окружение, среду, куда она попала. Скажем так, это ситуация, в которой она не имеет полной власти, не может изменить полностью ситуацию, но воспользоваться может. То есть она использует эту ситуацию себе во благо, она может манипулировать, она может что-то делать, как-то влиять на эту ситуацию, но полностью изменить ситуацию, либо максимально уйти из этой ситуации, может только король. Вот. Королева, она все-таки вынуждена считаться с той, ну, надо смотреть окружение, но да, не то чтобы она попала, она пользуется этой ситуацией, ей эта ситуация нравится, в принципе. Вот, она может ей воспользоваться, если правильно. Если смотреть в большом масштабе, то Горбачев был рыцарем или даже пажом. Ну, скажем так, чтобы смотреть в большом масштабе, нам самим нужно обладать той информацией. Вот, а не факт, что мы обладаем. Это нам кажется, что мы много знаем. По сути-то нет. Королева кубков. Мэрилин Монро. Вот это вот. Пум-пум-пидум. Да? Вот когда я ни о чем не думаю, зачем думать, можно быть просто красивой, да? Есть такое вот. Причем само собой, что мы знаем, что это образ. Да, Монро была не такой дурочкой. Была бы дурочкой, не была бы Монро. Вот. Вот королева кубков, она умеет подстроиться под ситуацию максимально так, как можно. Использовать ее себе во благо. Да, показаться, как это, ранимой и беззащитной, чтобы все хотели тебя защищать. Да. Чтобы тебя все любили. Это не страсти, это скорее вот любовь в ее активном проявлении, скажем так. Да? Это эмоции, эмоциональность. Что такое эмоции? Это когда думать некогда, потому что эмоции бурлят. Вот Мэрилин Монро делала вид, что она, ой, я не знаю, я в этом не очень разбираюсь. Почему? Потому что во мне много эмоций. Да? Во мне бурлят эмоции, я просто не хватает места на мысли. Само собой, там мыслей хватало, и эти эмоции были хорошо регулированы, да, вот. И тематика это Мэрилин Монро, это любовь. В любом виде, в сексуальном. Ну, она выбрала только сексуальный образ. Ей так было проще, да. Поэтому можно сказать, что она немного и королева Пентаклей, конечно. Вот. Но эксплуатировала она все-таки вот ту эмоциональную составляющую, которая обезоруживает всех мужчин. Да? Тут не просто прямолинейный такой по пентаклям физический интерес. Тут вот очарование такое эмоциональное. Не просто внешний вид, а умение подать этот внешний вид, завладеть настроением человека, регулировать его эмоции. Вот. Тут это тонкая игра такая, и это одна из самых сложных карт на самом деле. Вот, поэтому можно сказать, что Монро это вот такая чистейшая королева кубков. Если помните, да, вот эта девочка, такая начинающая, конечно, королева кубков, и, возможно, даже, но она не то чтобы рыцарь, потому как она не участвовала активно, прям уж так активно-преактивно в фильме, да, но тем не менее, как
Полумна Лавгуд, да, такая вот девочка чуть-чуть не в себе, как бы, она такая вся где-то в другом мире, она вся такая загадочная, эзотерическая, она чувствует эмоции, она обладает информацией, выдает эту информацию так, что, а вы что, не знали? А я думала, что вы знали. Такая, да вы что, такая вот не от мира сего. Ощущение, что она какая-то неумная. Ну и вообще там само имя полумна, да, полоумная какая-то, ну, показывает отсутствие ума. Но там идет какая-то глубинная мудрость такая, да. Человек просто чувствует что-то, ему не нужно знать, ему надо чувствовать ситуацию. Вот интуитивность, умение работать с интуицией, умение предугадать, умение предсказать, умение выгадать интуитивно что и как. Вот это королева кубков. Умение сделать так, чтобы в тебя влюбились, это королева кубков. Вот. Умение подстроиться под ситуацию, это королева кубков. Разница с королем глобальная. Почему? Потому что король это обаятельный человек вообще, в принципе. Вы в него влюбляетесь, вы ничего сделать не можете. А вот королева кубков, это, наверное, она даже, мне так кажется, немного сильнее короля. Потому как сила эмоций не в том, что ее показывают, а в том, что ее испытывают. И вот тут очень сложно объяснить, в чем разница между королевой кубков и королем кубков. Тут даже, скажем так, нарисован-то кубок у королевы такой достаточно, как это сказать, необычный, да? Это ковчег. Это... Как это? Это то, где все спрятано. Это то, откуда все это идет. Это источник всего этого. Да? И вот источник эмоций — это женственность. Это умение показать себя женственной, слабой, беззащитной, чтобы все хотели тебя защитить, любить. Вода, она присутствует везде. И вот эта эмоциональность — это основное средство, которым работает королева кубков. Она говорит интонационно. Она может любое стихотворение прочитать так, что вы будете чувствовать, что это совсем не об этом, что там есть подтекст, да? Вот, она может сказать «да» так, что вы поймете, что это «нет». Она может вам отказать так, что вы поймете, что она очень даже «за». В общем, это двузначие, двусмысленность, интонационность, подсознательное, намеки, такое вот. Все скрытое, глубинное, эмоциональное. Эмоциональность и любезность, да. Панночка, королева жезлов. Ну, панночка, да, там ведьма-то. Вот. Как-то так. И вот у нас один из таких... Смотрите, если брать негативный образ, да, там не будет много таких вот жестких, да, женщин, жестких женских образов. Там скорее будут такие отрицательные, негативные женские образы, которые излишне используют вот эту эмоциональность. Вот эти блондинки стереотипические такие, да, стереотипичные, или как правильно это, как это будет по-русски, такие, знаете, шаблонные, да, ой, а что, девочки, привет, это вот такое, да, там, где понимаешь, что в голове у человека в самом деле там пум-пум, 0-0 по нулям. Зато эмоции выше крыши, эти эмоции даже ей жить мешают. Вот, и как это, Уизерспун, или как ее зовут, да, вот она этот образ, скажем так, реабилитировала. Конечно, она выступала в ролях в таких, в положительных, да, то есть там скорее вот та самая блондинка, которая эмоциональная и которая за счет того, что нужно любить людей вокруг. Ну мы же все братья и сестры, разве можно же тогда, мы же вот собачек любим, мы вот все такое. Вот это, конечно, положительный образ, но вы знаете, наверное, в жизни есть такие блондинки с перекачанными губами, вот с этими, а что, я же красивая, меня же надо любить. Вот это, конечно, отрицательный образ. Поэтому я тут взял такую вот стереотипичную блондинку
вот шаблонную. И с одной стороны у нас есть хороший образ в виде Мэрилин Монро и Риз Уизерспун. С другой стороны берете блондинку, отупляете ее совсем, накачиваете ей губы, чем там накачивают, да. И вот получается такое. О, девочки, вы что? Вот такие дела, пироги. Так что я думаю, вы чувствуете, да, что такое королева кубков. Ей не нужно думать, ей не нужно быть умной. Ей нужно тонко чувствовать эмоции другого человека и вовремя подстраиваться под эти эмоции. Блондинки, если вы заметили, да, они вот обычно в фильмах, в кино, да и в жизни, они при ком-то. Есть у них какой-нибудь покровитель, который за них платит, который их любит, и они вот просто умеют себя подать так, как нужно этому человеку. Они умеют подстроиться под ситуацию. Это самые гибкие, самые подстраиваемые под ситуацию образы. Это может быть и мужчина, если вы чувствуете, что он такой скользкий, что он такой эмоциональный, в прямом, в положительном смысле. Королева кубков — это может быть мужчина, который тонко чувствует ваши эмоции, но не пытается исправить ситуацию. Настоящий король кубков, он, конечно, будет играть роль джентльмена и будет чувствовать, что он должен говорить, что и как. Вот. А когда мужчина ждет от вас действия, это уже мужчина ведет себя по королеве кубков. Это не всегда правильно, но в раскладах такое часто попадается. Королева кубков, актеры, креативность и интуиция, тарологи. Да, это умение работать эмоционально. Тарологи, конечно, идут по кубкам. Почему? Потому что кубки — это эмоции, а таро — это, в принципе, работа эмоциональная, работа с эмоциями. Мы чувствуем человека, мы эмпатичны. Должны быть, по крайней мере, эмпатичны. Понимаете? Вот. Ой, что-то столько вопросов набросали. Пан Роман, как вы пришли в науку, кто был первым учителем? Чуть-чуть попозже отвечу на ваши вопросы, да. Хотя, в принципе, мы тут с королевами-то уже и закончили, да. Что тут долго их объяснять? Люди, которые, как сказать, пользуются ситуацией, у них нет нужды действовать как-то, они заставляют других людей действовать. Но пока не могут полностью овладеть ситуацией. Они не полностью владеют, они пользуются этой ситуацией. Да? Распоряжаются, скажем так. А вот владеют уже короли. И вот о королях мы поговорим с вами на следующей лекции. Да? Сколько у нас времени-то прошло с начала эфира? Уже так нормальненько, да? Уже 1:50. Хорошо, давайте ответим на ваши вопросы. Вот, и что вы там, давайте снизу вверх. Если интересно, задавайте вопросы вообще любые. Я сегодня как-то так в ударе, да, я могу с вами еще немножко посидеть, что-нибудь вам рассказать интересного. Напомню, что лекция у нас выйдет завтра с утра, пока там за ночь YouTube ее обработает, прочее, выложу завтра с утра. Так что вот по окончании эфир, собственно, окончится, да. Так что там спрашивали, как вы пришли в эту науку? Во-первых, Таро — это не наука, это псевдонаука. Вот, можно сказать, я это называю дисциплина, эзотерическая дисциплина, потому как тут нужно соблюдать определенные правила, да, но как бы человек сам их скорее рисует, потому как эзотерика — это все-таки глубинное такое чувство. Умение прощупать то, что нельзя прощупать нормальными, реальными линейками, измерителями. 5 чувствами это не прощупаешь. Это на интуиции, это на соответствиях, на связях, которые, если бы ученые могли это просчитать, исследовать, они бы уже исследовали. Они пытались, но это не получается просто потому, что это обратная сторона науки. Да? Есть познаваемое, а есть непознаваемое. То, чем можно пользоваться без всякого понимания. Вот. Кто был вашим первым учителем? Да как-то сам все. Читал много читал. Вот YouTube потом пошел, YouTube начал смотреть. Но читать я начал давно, где-то 25 лет назад. Потихонечку начитывал мифы. У меня просто я заинтересован в изучении мифов. Европейских в основном. Античность очень люблю. Люблю мифы Европы.
Вот, северные мифы очень люблю, да. Старшая, младшая Эдда, Скандинавия, вот это вот все. Один, да, Тор, Один. Знакомые, да, слова. Вот. Учителя у меня особо не было. Читал много этого самого, как его, Хайо Бансхофа. Читал подводного, если брать с астрологией. Смотрел доступные лекции Юрия Хана. Сначала их было не очень много, потом как-то он их добавлял по чуть-чуть. Он очень много говорит, Юрий Хан, очень много такой выдает инфы. Там астрология в основном, и карты Таро у него привязаны к астрологии. Но его подход мне интересен, и вот как-то в общем и целом у меня сформировалась еще за 10 лет опыта, у меня сформировалась какая-то, ну не то чтобы своя система, ну определенное видение карты. Этим и делюсь. Как-то так, как-то вот так. Кто из тарологов вам наиболее импонирует? Ну вот Юрий Хан. Юрий Хан. Вот. Так-то особо не отслеживаю, кто там что делает. Это не очень правильно, но я так асоциален скорее. Я с коллегами не очень люблю общаться, потому как, ну, не знаю, ну почему-то не люблю. В себе я не очень люблю копаться. Вот такие дела. Так, ну тут уже споры пошли, да? Королева мечей — это логика, причем тут ведьмочка? Ну, ведьмочка, если силовые действия какие-то, если она заставляла что-то делать, пугала, страх и информация и прочее такое, вот. Ведьмочка — это, ну, опять же, собирательный образ. Ведьмочка — это что-то подсознательное такое. Это, как это, анима в мужчине, если уж так смотреть. Вот. У королевы жезлов кошка Бастет, да не обязательно, просто образ кошки. Смотрите, если мы берем по стихиям, да, у нас, как это, вот королева мечей, она собачатница скорее. Почему? Потому что это отдать приказ, получить информацию. Приказ — это что? Это информация, которую нужно принять к сведению и выполнить ровно так, как она подана. Да? Точность. Честь — это когда твое слово совпадает с твоим делом. Да? Это информация. Это мечи, это сила. Знание — это сила. И вот что мы делаем с собакой? С собакой мы командуем. Собака знает, что нужно делать, если она выдрессирована. Собака подчиняется силовому воздействию. Собака подчиняется приказу. А вот чтобы с кошками работать, извините, нужно быть таким вот Куклачевым. Понимаете, нужно знать, чего хочет кошка. У Куклачева кошки были не дрессированные на самом деле. Кошки дрессировки не поддаются. Кошка будет что-то делать, если она чего-то хочет. Дрессировка — это когда вы отдаете приказ, и животное вам подчиняется. А вот кошку можно наловчиться выполнять что-то, если она голодная. Эти кошки у Куклачева ходили по жердочкам и делали все, что он говорит, потому что он их подкармливал кусочками мяса. Они голодные были. И он их приманивал. И они просто делали то, что нужно, потому что знали, что их потом за это накормят. Если он их там кто-то сделал ему однажды на каком-то выступлении гадость, то ли специально, то ли случайно, накормил кошек. И кошки сорвали выступление, ничего не хотели делать, потому что были сытые. Им было плевать на то, что он там руками машет, понимаете? Вот королева жезлов, она работает с желаниями. Поэтому кошка. Поэтому символика кошки. Понимаете? Бастет — это такое. Как бы один из этих самых. Это если мы видим собаку, что ж мы все время про Анубиса будем вспоминать. Не каждая собака Анубис. Вот. И не весь Анубис собака. Так и Бастет — это не только и не столько кошка, сколько более такое вот. Вот. Я засыпаю под Юрия Хана, нудно очень, много воды. Ну, каждому свое. Савченко я не люблю. Вот. Ну, каждому свое. У него своя манера. Савченко, он дает очень такое, очень свое видение.
очень спорная. И, ну, он сам говорит, у меня, говорит, свой взгляд. У меня вот так работает. Если у вас работает по-другому, да пожалуйста. Вот в этом плане я его искренне уважаю за искренность, за честность, да. Я, говорит, вижу это так, у меня это работает. Все. Если у вас это работает так же, ну, повезло. Если нет, то как бы у вас там свой путь. Все. Вот. Но его подход мне в целом как-то не очень. У него очень много инфы, она не систематизирована как-то. По крайней мере, она не вызывает желания погрузиться в эту систему, если там даже есть. Вот. Но тем не менее, кому-то это может быть интересно. У королевы кубков рыбки. Рыбки, кстати, у этого самого, у короля кубков. Королева кубков, она и то, и то. Она покровительница как бы и земного, и материального мира. У нее, видите, у нее русалки. У нее русалки. Вот. Вот. Король, вот он уже, да, он живет полностью в море. Это его прерогатива, это его стихия. Хорошо, добренько. Савченко навязчиво. Ну, если долго слушать Савченко, то, может быть, будет навязчиво. Он слишком уверен в своем. Ну, опять же, я уверен в своем. Поэтому как-то так. Про возраст королев я спрашивал. Есть. Вот я по возрасту, честно говоря, не очень. А по возрасту у меня идет скорее, ну, вот вариация того, что это какой-то средний возраст ближе к старшему, да. Вот. Пажи это молоденькие совсем. Рыцари это люди в самой силе, в самом соку. Королева это такие опытные уже, как бы, да, товарищи. Ну и короли это те, которые управляют, те, кого слушаются. Собственно, вот там, вот скорее, ну, самые старшие товарищи. Вот у меня такая градация. Примерно. В Синем море, в белой пене. Да. Вот что-то такое. 30 плюс королевы. Ну, смотря с какого возраста смотреть. Ну, 30 плюс, да, наверное, за 35. Ну, так как мне уже там 44, да, или сколько мне там уже? 43, 44. Я что-то забыл. Ну, вот, то мне 35 это, ну да, наверное, королева кубков. Ну, такая молодая еще, начинающая. У королевы мечей собачки, может бабочки. Бабочки это, смотрите. Ой, где это? Да. У королевы мечей бабочки. Почему? Потому что это стихия воздуха. Вот. У этого самого, у рыцаря тоже, у короля тоже бабочки, да? Почему? Потому что это символика перерождения, это символика духовного развития. Осознанного, сознательного, специального духовного развития, силового такого, да? Когда человек заставляет себя быть хорошим, когда он понимает, что долг ведет его к чему-то возвышенному, хорошему, что нужно быть честным человеком, правильно. Почему? Потому что бабочка, она как бы перерождается из чего-то низменного во что-то возвышенное. Она полжизни проводит как гусеница, там ест, жрет, и исключительно материальное существо, которое рождено ползать. А потом перерождается в бабочку, да, и становится таким вот возвышенным существом, которое летает и улетает куда-то к возвышенным целям. Понимаете, что-то такое. Вот такие дела, пироги. Еще такая же символика есть у стрекозы, кстати. Вот, так что... А птицы у королевы и короля. Да, но птицы у этого, у рыцаря. Птицы это боевые соколы такие, да, это скорее символика такого активного воздуха. Вот, посмотрю записи, успела только сейчас. Запись выйдет завтра. Завтра выйдет запись с утра. Поэтому вот завтра с утра, пожалуйста, заходите, ставьте лайки, комментируйте там что угодно, я буду только рад. Вот, сегодня вот мы уже скоро будем заканчивать эфир. Да, 2 часа прошло, так что будем заканчивать. Спасибо вам за вопросы. Хорошее, много вопросов интересных было. И я так понял, что тема королев зашла более или менее внятно я вам рассказал этих королев. Ну, как мог, так рассказал. Что есть, то есть. Да.
Вы знакомы с соционикой? Нет, не интересно. Соционика это псевдонаучная тоже тема такая, да, там те же люди, только в профиль. Понимаете, это те же самые стихии, те же самые карты, только немного по-другому обозначенные, по-другому обработанные как-то. Ну, та же песня с другим припевом, скажем так. Вот. Вот как-то так. Ну что, ответьте на вопрос о схожести королевы Пентаклей и королевы Кубков. Он выше. Ой, мне уже долго искать, наверное. Да и у меня горло, честно говоря, уже вот как-то так я перенапрягся сегодня. Я обычно дольше могу говорить. Но вот что-то сегодня как-то горло у меня уже и чай закончился. Почти мятный, который. Вот, как-то так. Давайте так, давайте, знаете, о чем договоримся? Вот, кстати, Александр спрашивает, расскажите о своих планах после окончания этого курса. Я планирую продолжить. Мы, конечно, продолжим. Скорее всего, сделаем обязательными раз в неделю вот разговорные такие эфиры, да, где вы будете спрашивать, я вам буду рассказывать что-то про карты. У меня нет желания гадать в прямом эфире от того, что, ну, как-то это так, ну, мне и в жизни-то хватает этой работы с картами. Я очень люблю теорию карт, я очень люблю копаться в глубинных смыслах, в каких-то философских смыслах. Вот что будете спрашивать, то буду рассказывать. Только, пожалуйста, никаких вот раскладов. Во-первых, Монара еще, вернее, во-первых, вот такие эфиры, да, разговорные. Во-вторых, будет Монара. Ну вот, так как очень многие просят, Монару, пан Роман, давайте Монару. Окей, будет вам Монара. Только вот я все еще думаю, продумываю, как и что мне с изображениями делать. От того, что если говорить о Монаре, хотелось бы выводить изображение на экран, не совсем понятно, как YouTube на это прореагирует. Поэтому я пока думаю. Все просят Монару. Да. Знаю, уже тут народ мне пишет, пан Роман, все, вы попали, я купила карты, поэтому вам придется читать Монару. Ну, наверное, придется читать Монару. Монар будет на Ютубе или отдельный курс? Надо подумать. Планы на Кроули есть? Кроули надо очень серьезно изучать. Я, к сожалению, с Кроули слабо знаком. Это очень огненная тема. Вот. Кроули, чтобы хорошо знать, нужно перелопатить море инфы, причем такой узконаправленной. Вот. Там нужно хорошо понимать Кроули и разделять его ценности. А я что-то не очень хочу разделять ценности Кроули. Вот. Как-то так, ну, не мое. Не очень мне нравится этот персонаж. Вот. Ну, опять, дело вкуса, да, очень, слишком уж огненный товарищ. Мне вот Уэйд как-то ближе, понятней и естественней заходит, поэтому. Колода только Уэйд, а остальные оракульного типа со структурой Таро. Смотрите, вот Монара как раз она оракульного больше типа, потому как там некоторые изображения в систему Уэйда, ну, не вписываются, да. Вот, плюс там у него он переставил, ну, не он, не сам Монар, а составитель колоды, я постоянно забываю, как его зовут, один из хозяев Ло Скарабео. Вот составитель колоды, да, переставил опять, поменял местами 9 и 11 карту. Силу и это самое, и справедливость, правосудие. Вот. Его право, как бы, это имеет право на существование, такой взгляд. Ну, раз в Монаре так, значит так. Но там больше оракульная колода, плюс там астрологии много в Монаре. И вот из-за этой астрологии она в мою систему, в эту, не вписывается, ну, почти никак. Да? Но, тем не менее, это очень результативная колода. И если знать, о чем там карты, то, в принципе, да. Там нет логичной такой какой-то красивой визуальной системы. То есть она ближе к оракулу Монара, но ей работать очень здорово, поэтому. Женщины лучше чувствуют Монару? Не. Вот женщины как раз ее лучше понимают головой, если ее объяснить нормально.
Монара это что, в принципе? Монара это карты, которые показывают женские эмоции. Эмоции вообще понять сложно. Женщины чувствуют Монару, и если объяснить головой, то женщины очень хорошо понимают, о чем речь идет в карте. Вот мужчины не очень. Мужчины не очень понимают логику поведения женщин. Потому что часто она отсутствует. Женщины часто действуют на эмоциях, а в эмоциях логики мало. Зато много эмоций. Поэтому это очень такая женская колода, но достаточно спорная, если рассматривать только женскую сторону. Поэтому очень хорошо, если мужчина объясняет Монару. Поэтому вот у Хана Монара очень интересная, но опять же у него очень свой взгляд. Как вам мой взгляд зайдет на Монару? Ну, не знаю, не знаю. Надо попробовать, надо посмотреть. Мне самому интересно, что там, как вам зайдет Монара в моем изложении. Монара очень категорична, как по мне, много негативных эмоций. Вы просто не умеете их готовить, да, как это, если что-то не нравится. Ну, вот. Многие женщины жалуются, ой, там много голых женщин. Не встречал мужчину, который бы жаловался на то, что в Монаре много голых женщин. Так. Для меня была какая-то самая интересная лекция, наверное, потому что сложно было с королевами разобраться. А что тут сложного-то? Королевы и королевы. Вот. Я не знаю, мне женщины всегда было легко. Это не то, о чем вы подумали, да? Я понимал всегда женщин хорошо, как-то так общаться мне с женщинами проще, легче, чем с мужчинами. С мужчинами, конечно, тоже интересно, там и пиво выпить, и там про какие-то мужские дела поговорить, да, за политику там еще что-нибудь. Вот, это, пожалуйста, да. Но за жизнь я как-то больше с женщинами общаюсь, вот. У меня вот лучший друг это моя супруга, допустим. Тоже, как ни странно, женщина, да. И я этому чрезвычайно рад. Хорошо, хорошо. Давайте будем заканчивать на сегодня. Все, кто не подписался, вы что? Подписывайтесь, давайте. Это раз. Ну вот, все, кто не прожали лайки, ну вы совсем совесть потеряли. Давайте прожимайте немедленно. Вот. Ну и, соответственно, увидимся с вами. Что у нас сегодня? Вторник, да? В четверг увидимся. Как вы? Согласны, да? На четверг. Я надеюсь, что в четверг я выйду в эфир, но что-то как-то последние пару недель практика показывает, что 2 раза в неделю что-то мешает мне выходить в эфир. Уже несколько раз подряд такое было. Но я очень постараюсь выйти в четверг в эфир. Мы добьем с вами придворные карты, закончим курс в конце концов, и я выдохну немного, да, потому как вот что-то мне по жизни сложно было начать, но тем не менее, вот вроде начал. Начал. Вот. Окей. Хорошо. Рад был всех видеть. Увидимся в четверг. До свидания. Всем приятной рабочей недели.